Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Осень наступила, и взор мой все чаще будет обращаться в сторону Испании. Ну и в конце концов я туда перемещусь на зиму. Как и многие финны, нас здесь так и называют перелетные гуси. Осенью мы летим на юг, а весной возвращаемся в Финляндию. Ну, это так, лирика. В своих видео я не раз говорила, что средний финн в Финляндии юридически практически не защищен. Начнешь судиться, останешься и без штанов, и без денег, и без дома, и еще долгов на тебя навесят. Однако имеется категория граждан, которым суды не грозят никакими финансовыми потерями, потому что они ни за что не платят. И защищают их лучшие, самые знаменитые адвокаты, назначенные государством. Я говорю о малоимущих. Посмотрите, например, мое видео о суде над Русичем. Проходите по ссылке в описании. Все эти суды с различными малоимущими бесконечно всплывают в прессе, и конца этому юридическому празднику не предвидится. Золотая жила для адвокатов. Кстати, я не раз упоминала в своих видео о неоднократно судимой Галине Анатольевне. Так вот, ее защищал всегда один и тот же адвокат, и за годы совместной деятельности они стали ближе, чем родственники. И на любой вопрос Галина Анатольевна отвечала широко: «Звоните моему адвокату», и выдавала визитку. «Вот, звоните». И, конечно, адвокат был в любой момент готов встать на защиту интересов Галины Анатольевны, потому что оплата гонораров была обеспечена государством. Ну ладно, Галина Анатольевна – это просто иллюстрация к словам о надежной юридической защите неимущих. Вернемся к нашим баранам. Правительство, похоже, устало латать бюджет. Он как Тришкин кафтан, дыра на дыре. И чтобы подлатать, нужно на заплатку денег занять, потому что денег даже на заплатки нет. Ну, чтобы немножко отвлечься, бюджет оставили, и правительство решило организовать антироссийскую кампанию. Собраться, обсудить, что там с расизмом, надо же что-то делать. Тут случился казус. Председатель партии «Истинные финны» заявила, что навряд ли ее партия будет участвовать в правительственной антироссийской кампании, несмотря на то, что ее партия входит в правительственную коалицию. Это близко к скандалу, но ее спросили на пресс-конференции, как же она собирается бороться с расизмом. На что Рикка Пурра ответила, что уже сейчас этим занимается, пытаясь сделать разумной миграционную политику, например. И ее слова были встречены бурными аплодисментами ее соратников. Расизм в Финляндии – это обыденное дело, и глупо это отрицать, но часто эту карту расизма вытаскивают из рукава в самых неподходящих местах. Читаю на днях очередное судебное дело. В прошлую пятницу суд рассмотрел дело о клевете в отношении 58-летней женщины, которая назвала расистами контролера и охранника, задержавших ее 17-летнего сына за безбилетный проезд в метро. Инцидент произошел в 2020 году на станции метро в Хельсинки. То есть, получается, это дело мусолилось по инстанциям уже 4 года. Делишки крутятся, баблишки мутятся. В чем суть дела? 17-летний сын женщины, в отношении которой сейчас ведется уголовное дело, ехал в метро без билета. Контролер спросил у темнокожего юноши его личную информацию, чтобы выписать штраф, и тогда юноша бросился на утек. Находившийся на станции полицейский остановил юношу, который оказал сопротивление при задержании. Охранник повалил юношу на землю и надел на него наручники. После этого полицейские забрали мальчика в участок. После инцидента мать юноши растиражировала по социальным сетям видео задержания и обвинила контролера и охранника
в расизме и дискриминации ее ребенка. Мать также утверждала, что над ее сыном издевались, в том числе душили за шею. Лавры Флойда многим не дают покоя. Заявления, сделанные матерью, посмотрели десятки тысяч зрителей. Претензии матери обсуждались также в ряде СМИ Финляндии. Транспортная компания сообщает: основываясь на видеозаписях и других материалах расследования, чрезмерная сила в этой ситуации не применялась, а также не было никаких элементов, относящихся к расизму или другому дискриминационному обращению, заявила транспортная компания после того, как инцидент получил огласку. Полиция расследовала случай и не нашла состава преступления в действиях контролера и охранника. Несмотря на это, мать не унималась и не удалила свои заявления из социальных сетей. Теперь прокурор требует наказать женщину за грубую клевету, поскольку обвиняемая распространяла ложную информацию как с помощью социальных сетей, так и национальных СМИ. Контролер и охранник были узнаваемы по фотографиям, и необоснованные обвинения могли нанести серьезный ущерб их репутации. 58-летняя женщина отрицает совершение преступления. По ее мнению, на видео участники неузнаваемы. Прокурор требует для обвиняемой условного срока или хотя бы крупного штрафа. Лично я за условный срок, потому что крупный штраф опять придется платить нам, налогоплательщикам. Так что, пожалуйста, дайте ей условный. Причем эти скандалы с черными зайцами случались и раньше. Заходят в автобус по какому-нибудь левому скрину, и если водитель начинает требовать действующий билет, то задача пассажира – спровоцировать водителя на скандал, желательно, чтобы еще и за грудки ухватил. Все снимается на видео, выкладывается в соцсети с криками «Расизм! Расизм! Ой, что творится! Ратуйте, люди добрые!». Пару лет назад был такой случай: водитель потерял самообладание и попытался вытолкнуть зайца. Что там было? В чем только водители не обвиняли его, я даже не знаю, может, его даже и уволили. В общем, кончилось дело тем, угадайте, с 3 раз. Да, автобусная компания распорядилась не обращать внимания на черных безбилетников. Пусть едут лучше без билетов, чем будет такой скандал. Или, например, попробуй черным тинейджерам, сделай замечание в автобусе. Девки так вцепятся в глаза, водитель потом не отобьется ни от каких обвинений. Спросил билет – расист. Попросил не плевать на пол – расист. Попросил не шуметь – расист. В общем, на автобусных перевозках расизм побежден. Билеты не спрашивают. С метро вот еще не до конца разобрались. В процессе. Пока в Финляндии бьются с зайцами в метро, в Испании продолжается транспортный коммунизм. На очередные 4 месяца продлен бесплатный проезд в местных электричках. Покупаешь за 10 евро проездной, и если за 4 месяца совершил 16 поездок, то 10 евро возвращаются пассажиру. Казалось бы, пассажир должен быть доволен, да? А вот нет. Сидячее место достанется только на конечной станции. Поезда идут битком набитые. В любое время не протолкнуться. А летом, когда к обычному пассажиру потоку добавились еще туристы, там вообще творилось столпотворение. В общем, пока коммунизм меня не привлекает. Испания, вводи оплату за проезд, хватит дурить. Опять вернемся в Финляндию. Другой случай, о котором я хочу вам рассказать, касается несовершеннолетних беженцев, прибывающих в Европу самостоятельно, без взрослых.
Ну, таких беженцев достаточно не только в Финляндии, а не по всей Европе. Я расскажу об этом случае. В августе этого года к полицейским в Хельсинки обратился мужчина, представившийся эфиопом. Мужчина заявил, что ему 17 лет, и он просит убежище в Финляндии. 17 лет! Ну, ребенок! Мужчина рассказал, что приехал в Финляндию из Эфиопии с помощью контрабандистов по чужому паспорту. Он рассказал, что бежал от преследований и в Финляндию приехал через Германию. Проситель убежища был помещен в детдом для несовершеннолетних просителей убежища для детей, прибывших в Финляндию в одиночку. Расследование быстро выявило, что мужчина на самом деле прибыл в Финляндию рейсом из Варшавы. Он сам оплатил свой перелет и использовал личную информацию при бронировании рейса. Мужчине оказалось, та-да-дам, 29 лет. Мальчик. В ЕС он находился по долгосрочной польской визе, срок действия которой истек в конце прошлого года. Мужчину забрали из детдома и задержали в соответствии с законом об иностранцах. Его подозревают в регистрационных нарушениях и незаконном пересечении границы. Мужчина отрицает результаты расследования. Он ребенок и точка. 17 лет и все. После предварительного следствия дело передадут прокурору. Посмотрим, чем дело кончится. Он же ребенок. И на пасашок немного милоты. Во время пешего похода по тундре в Финляндии к двум финкам присоединился олень, который прошагал с ним. Ну, а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч.